Видели? Обновочка прилетела на Rocktec G2, а я обещал Android TV 14, а он прилетел. Короче, такой краткий экспресс-обзор. Android TV 14 на канале Технозончик. Вот такая вот отличная приставочка. На Android TV с Dolby Vision, с Dolby Atmos, с Netflix, с 1000 мегабитным LAN и с очень классным пультом. Короче, все, поехали. Ну что, все обновилось, ребят, вообще. Сразу давайте вот пойдем по всем моментам, которые есть. После обновы делаем сброс. Однозначно, слишком тотальное обновление. С 12 на 14 обнова нужна, потому что были моменты, я долго не мог понять, потом, вернее, сброс нужен, потом сбросил. Все хорошо. Теперь, если после обновления не работают вот такие вот у вас SSD-диски, я это сейчас покажу, где что нужно включать, что делать со звуком и как это все работает, потому что мы протестировали абсолютно все. Но перед этим давайте посмотрим, сколько он на текущий момент стоит, потому что по факту это сейчас вообще он мне топчик, тут некоторые моменты еще появились. На Алишке он сейчас стоит $121 99 центов за 4 на 32 версию. Да, он есть 4 на 32. Есть 4 на 64, есть 4 на 64. 4 на 64 стоит 126, а это 121. Я выбрал 4 на 64, честно вам скажу. То есть 1000 мегабитный LAN, Dolby Vision, Dolby Atmos, да, там iMlogic S905X 4K с классным пультом, да, и мы делали на него обзорчик, оригинальный, можете пойти посмотреть возможности. Сегодня до обзор обновления, то есть здесь мы особо с вами лазить не будем, но ссылку на этот ТВ-бокс я разместил в описании под видео, а если еще и вы покупаете на AliExpress.com, то я вам промокодик в описании под видео закину. А если вы живете в Украине, то все намного проще. Практически по такой же цене в Украине можно купить версию 4 на 64 за 4990 гривен с промокодиком Технозон. Вы получите скидку. И мало того, можете купить в оплату частями на 4 платежа. И это еще не все. Вот здесь вот сосканируйте, пожалуйста, QR-кодик. Если вы, допустим, смотрите на телевизоре, вы поймете, где его купить можно правильно. С гарантией от производителя 2 года. Потому что это официальный представитель Rocktec в Украине. А также, если вы не знаете, где купить официальные украинские сервисы по типу Мегаго, Свит ТВ, Киевстар и подобные официально, при этом по очень-очень низким ценам, то тоже сканируйте QR-кодик, либо ссылка и на Rocktec, и на вот эти вот сервисы лежит в описании под видео, как и промокодик. Сам по себе интерфейс, ничего не изменилось, абсолютно прекрасный интерфейс, Android TV, все хорошо, все меняется, не Google TV, можно удалять каналы рекомендаций, при том, что можно в настройках разработчика, то есть если вы, допустим, пошли в параметры устройства, об устройстве там, и ввели тут 6 раз именно на сборке OS TV, то у вас откроется вот такое вот меню параметры разработчика. Объясню, вам нужно будет включить USB хост и отладку по USB, если у вас не работает SSD диск. Если работает, шикарно, никуда не лезьте после сброса. Если не работает, то тогда включаем, у вас все заработает. Можно включить видео оверлей, кстати, очень классная тема, показывает, какой сейчас используется, допустим, там часики можно включить, какой используется кодек, и здесь, само собой, там есть еще и DRM-инфо, то есть никакие лицензии, ничего, сертификаты не слетели. Если пойти в Netflix, то вы сейчас видите вставочку Dolby Vision, Dolby Atmos, пожалуйста, включается. Автофреймрейт в Netflix работает. Это немаловажный факт. У нас IFR-чик работает во всех приложениях, которые его поддерживают. Если пойдем в настройки устройства, например, экран, да, то у нас там есть, опять же, адаптивный HDR, все как полагается, вообще ничего не изменилось. Есть у нас тот же самый автофреймрейт без VRR QMS, тут справедливости ради могу сказать, но все абсолютно работает. Если у вас после обновления вы заметили, что ваш телевизор стал работать тише, вернее ваш ТВ-бокс стал работать тише, то все это решаемо. После сброса не нужно сразу лезть в инфракрасную опцию настройки пульта, а просто добавить громкость на максимум. Она просто изначально стоит на 50%. Вы сначала добавляете на максимум громкость на 25% и только потом настраиваете пульт. Вот это вот немаловажный аспект, который вы должны понять. Если уж такое произошло,
произошло, что вы выставили пульт и он у вас тихо, то заходим в настройки дистанционного устройства, управление громкостью, выбираем Google TV. Регулируем громкость вверх, и только потом с вами переключаем на ваше устройство, либо добавляем, допустим, ваше устройство, которым вы будете управлять. Ничего страшного нет, все отлично работает, в этом проблем не увидел. Теперь по YouTube. Вот, все четенько работает, 0 дропов, 4К, 60 FPS, все супер. HLG, HDR10 и 10 плюс, все отрабатывает суперово. Единственное, что меня раздражает, каждый раз, как захожу в коде, слетает вот это вот разрешение на доступ к файлам, но я думаю, что поправят это тут самого коде вообще вопрос, потому что все остальные приложения не слетают. Я его переустанавливал, ставил, даю разрешение, но все равно слетает. Видит и exFAT диски, и NTFS диски, немаловажный аспект, то есть любые диски можно подключать. По Dolby Vision DVFL 7 профиля как не было, так и нет, чудес не бывает, появиться неоткуда. Но 5 профиль, пожалуйста, проигрывает, тоже видите вставочку, Dolby Vision включается, идеально отрабатывает. Как и 8, но тут, извините, мне нужно скрывать контент, потому что сильно очень злится YouTube, когда я использую этот контент. Теперь дальше. Dolby True HD по звуку. Мы видим, Dolby True HD работает, Dolby True HD в проброзе, Dolby Digital у нас работает как декодер, все отлично. У нас есть DTS HD Master Audio и DTS ядро. То есть у меня как бы по звуку вопросов нет, самый широкий набор. Проигрывание самых больших файлов вообще без проблем, то есть HDR-чик срабатывает, высокобитрейтные файлики работают. Кстати, по звуку хочу обратить внимание на присутствие у нас вот такого вот меню в параметрах разработчика, как... Смотрите, как системная информация по аудиоинфо. Мы с вами видим, Dolby поддерживается, DTS поддерживается, Dolby MS12 включено, Dolby декодинг и DDS декодинги. То есть это очень все интересно. Ну и DRM Info здесь то же самое есть. DRM L1, HDCP 2.3 есть, CNC Clear K и, конечно же, Microsoft PlayReady DRM. Verimatrix нету, ну его нигде нету, и Adobe PrimeTime тоже, и Marlin DRM нет, потому что они не используются в ТВ-боксах. По телеканалам и различным фишкам тут у меня вопросов нет, тоже приходится мне скрывать, потому что сильно правообладатели злятся, все размазываем. Все отлично, переключается очень быстро, каналы это высокобитрейтная Full HD работает отлично. Смотрите, практически мгновенно все тоже срабатывает, как и любые, скажем так, моменты просмотра по типу Matrix. Не могу сейчас тоже это говорить, потому что задолбали. В общем-то, проверяем еще интернетик. И, в принципе, игровые возможности нет смысла проверять. Это вы сможете проверить, но мы кое-что другое проверим. Это вы сможете проверить уже там сами, либо посмотрев мой оригинальный обзор, ничего не поменялось. По 5 гигагерцовому Wi-Fi пинг в пределах нормы, заваливает 380-400 мегабит, максимально, что получал 410 мегабит. Сейчас вот мы видим 380, показываю по факту, как есть на момент съемки. С Wi-Fi ничего не произошло, Wi-Fi работает отлично. При отдалении, само собой, имеется процент падения в зависимости от вашего роутера, отдаления и условий расстановки. Это все нормально, мы показываем лабораторные условия. 385 на 353. Также мы переключаемся на Wi-Fi 2,4 ГГц. Ой-ой-ой, верните мне, пожалуйста. Включаем тест Wi-Fi 2,4, смотрим и проверим, конечно же, LAN RJ45 на 1000 мегабит. Давайте смотрим. Это 2,4, почти 100 мегабит, хороший результат, намного выше среднего, даже, наверное, тут соточка Wi-Fi 2,4, 101. Надо было так выпендриться, уже, знаете, там под конец, короче, взять там 101 выдать. Нормально, нормально. 90, 101 на 90. Отлично, отлично. Теперь LAN RJ45 включаем. Так, включили. Смотрим, подсоединилась ли на LAN RJ45. Все отлично, Ethernet подключен, никаких вопросов нет. Слушайте, очень быстро все работает, то есть интерфейс отрабатывает отлично. Проверяем 1000 мегабит, но здесь можно давать 500-700, потому что тут на аналите у нас по Запорожью на сервер на кривой отдает. Ну давайте смотрим. А не, нормально все, там 750, ну тоже, если бы на тестовые на какие-то мы могли выбирать, либо поставили бы спид-тест, было бы ровно там 1000. Поэтому, ну все нормально, 814 на почти 600.
Все супер. Еще один вопрос, который мучает наших людей по поводу 7-го профиля Dolby Vision FL в Core Lake. Все сохранилось, имеется в виду, у нас есть обзор, как оно работает, но работает ли Core Lake, включаем нашу флешку и перезагружаем. Я вам объясняю, просто я уже инициализировал. Для того, чтобы запустить, если вы запускаете с флешки этот Core Lake, вам понадобится скрепочка. У меня сейчас Core Lake запустится первичный запуск, производится через заднюю кнопку вот эту сброса. Вы зажимаете заднюю кнопку сброса, вставляете питание, ждете, у вас появится надпись «Нажать еще раз Reset, чтобы зайти в Recovery». Не нажимаем, просто продолжаем держать и ждем. Появляется USB Burning Mode, отпускаете скрепку, у вас загружается первично Core Lake, потом он при каждом вставлении будет автоматически загружать Core Lake. То есть Core Lake работает, мы Core Lake проверяли, никаких вопросов нет. С Core Lake все отлично. Поэтому, ну, давайте так, я делаю выводы. Обнова получилась неплохая, мне очень сильно нравится. Я сейчас выключил, будет перезагружаться. Мне очень сильно нравится. Если вдруг что находите, пишите. Ну, вот была у меня проблема, не работал SSD-шник, нашли вопрос, включаем USB хост, USB debug, и все заработало. Все, других вопросов у меня, ну, с громкостью еще проблема была, люди жаловались, это она легко решаемая, я просто не знаю, почему до сих пор этого никто не знает. Все, ребят, советую, ссылки на ТВ-бокс, он теперь вообще топчик в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон, пока.